Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, почему нельзя при стуке в дверь или окно бежать и открывать. Как вообще правильно реагировать на стук в двери и какие правила есть связаны со стуком в дверь и в окно. Очень важная ценная информация, поэтому мы рекомендуем вам просмотреть это видео от начала до конца. Вы знаете, ночь — это время, когда нужно быть осторожными. Почему? Потому что темные силы, злые сущности, души, которые не обрели спокойствие, а это все активизируется и могут создать неприятности тем, кто не придерживается правил. Если такое произойдет, жизнь такого человека и жизни всех, кто находится вокруг него, будут, к сожалению, разрушены. Поэтому в ночное время лучше не ходить по улице, но если вдруг так у вас получается, то что вам нужно срочно выйти, так как вы откуда-то возвращаетесь или же наоборот уезжаете, и заменить какое-то время никак нельзя, нужно проделать обязательно соответствующие ритуалы, которые помогут вас уберечь и сохранить ваше биополе в целостности. Если вы откуда-то возвращаетесь, то первым делом плюньте через левое плечо трижды и на каждый раз проговаривайте такие слова: негативные энергии и нечистые силы прочь, уходите, на меня не влияйте, биополе не разрушайте, душу не терзайте. Когда закончите, повернитесь вокруг себя 3 раза по часовой стрелке, только после этого идите домой. Вернувшись сразу, одежду отправьте в стирку, сами примите душ, обязательно вымойте волосы и обязательно скажите такие слова: если где-то защита моя ослабла и я что-то подобрала, меня вода защити, это с меня смой и далеко унеси, а биополе в этом месте восстанови и укрепи. После этого хорошо вытритесь, если есть возможность положительными мыслями, выпейте любой травяной чай, после чего отправляйтесь спать и ни о чем не переживайте, вам ничего не угрожает. Если же вам нужно куда-то ехать, а значит вы много времени будете вне дома, вам нужно установить в таком случае сильную защиту для себя. Для этого возьмите церковную свечу, проведите ней по всему периметру вашего тела, не пропускайте ни кусочка, после чего нарисуйте свечой перед собой крест и проговорите такие слова: это сильный оберег, будет меня от любого зла защищать, не позволит ему на меня влиять и ничего у меня отобрать. Все, что плохое будет меня окружать, он моментально будет отбивать. Свечу установите, чтобы она догорела. Агарок нужно будет на протяжении ночи в этот день держать возле себя, после чего выбросить. Когда закончите со свечой, подожгите 3 веточки мяты и окурите себя. Особенно солнечное сплетение ладони, темечко головы, ступни ног, место между лопатками. При этом проговаривайте такие слова: биополе мое сильное, но с помощью энергии, что трава излучает, я его еще больше укрепляю, сильные энергетические каналы защищаю. Когда закончите, затушите их и заверните в белую салфетку. Вернувшись, выкинете их на рассвете. После проделанного идите по своим делам и ничего не бойтесь. Вы под сильной энергетической защитой, и даже злая сущность вам не навредит. Очень опасным является именно 3 часа ночи. Это время, которое называют часом сатаны. Если в такое время вы оказались на улице, нужно к тому, что я уже выше сказала вам, в зависимости от того, возвращаетесь вы или же куда-то идете, трижды прочитайте про себя молитву, после чего, визуализируя, возведите вокруг себя стену, через которую никто не сможет пройти, чтобы причинить вам вред. После чего отпустите из головы все мысли и страхи, так как на энергетическом уровне это все ощущается злыми силами, негативными энергиями, и они в большем количестве начнут реагировать на вас, что ни в коем случае вам не нужно. Вы должны быть уверены в своих силах и в своей защите, знать, что все сделали и ничто ничего вам не угрожает. Эти знания передавались из поколения в поколение, чтобы обезопасить нас. Главное, ни в коем случае ночью, когда вам пришлось куда-то идти или же возвращаться, не оборачивайтесь назад. Если услышите шелест, свист,
так как таким образом вас будет звать душа, которая утратила покой и будет пытаться сбить вас с выбранного пути. Поэтому идите и смотрите только вперед. Не стоит в это время возвращаться, менять путь. Выбрали дорогу изначально, ей и идите. Если что-то уронили, забыли, оставьте все как есть. Стоит считать и понимать, что это плата за то, что у вас все хорошо. Не стоит все-таки рисковать, ведь с этим вы можете подобрать и принести темную сущность в дом, из-за чего энергетика жилья разрушится. В доме начнут происходить разного рода неприятности, как бытовые, так и касаемые всех членов семьи. Наши предки знали, что такого рода разрушительные энергии и сущности могут с легкостью попадать в доме через открытые окна и двери. Чтобы такого не допустить, они всегда на ночь закрывали окна, двери, вплоть до того, что дверь обязательно должна быть закрыта на замок. Над ней должен был и находиться оберег, который ни в коем случае в ночное время не пропустить ни негатив, ни злую сущность в дом. Для этого подойдут 2 скрещенные иглы, колокольчик, привязанный к веточке можжевельника, веничек из разных энергетических трав, перевязанный красной и белой лентой. Также оберег в виде домового, который будет нравиться вашему помощнику. В ночное время он будет сидеть возле него и защищать вход в ваш дом. А застегнутая булавка с веничком лаванды и многое другое. Также оберег нужно подбирать самостоятельно, прислушиваясь к внутреннему чутью. Есть народные приметы, которые говорят нам о том, что если вы услышали стук в окно ночью, это указывает на то, что в вашем окружении есть тот, кто притягивает к вам целенаправленный негатив, и сущности это ощущают. Если такой стук услышит вся семья, это говорит о том, что семье нужно пересмотреть отношения между ними, так как есть недомолвки, которые доставляют неудобства и мешают энергетике дома быть сильной. Если стук будет услышан вперед с часу до 3, это означает, что нужно вымыть окна, а также провести генеральную уборку дома вместе с энергетической чисткой, так как в это время очень сильные сущности стучат в окно, так как их притягивает негатив, который излучает ваше жилье. Если стук в окно услышал самый старший человек, это сулит то, что неприятные перемены придут в его жизнь. А чтобы этого избежать, стоит выставить энергетическую защиту. Если же кто-то или вся семья услышали трижды стук или же на протяжении нескольких дней, это знак того, что на данного человека или же на дом в целом навели разрушительную порчу, наслали проклен. Здесь нужно срочно провести обряд, который от этого защитит. Вы знаете, таких обрядов очень много, и к какому именно обратиться, нужно снова-таки выбирать, прислушиваясь к своей интуиции. Если же вы не можете определиться, тогда напишите на белом листе бумаги несколько. Подожгите тоненькую восковую свечу, закройте глаза и при этом проговорите трижды такие слова: «Вселенная, мне укажи, где помощь черпать, чтобы зло от себя, семьи и дома отогнать». И водите свечой над листом бумаги. Тот обряд, над которым остановится рука, и стоит проводить. Но вы увидите интересную истину. Когда вы будете водить рукой, уже на энергетическом уровне вы будете чувствовать, какой обряд вам нужно провести. Когда откроете глаза, вы увидите, что рука со свечой находит именно возле него или же над ним. Когда закончите, свечу затушите. Если же стук в окно будет слышен перед рассветом, стоит пересмотреть свои планы на будущее, немножечко отдохнуть, куда-то съездить всей семьей, энергетически перезагрузиться. Если вы откроете окно и посмотрев, что в него стучит, то таким образом вы пригласите и впустите нечисть, так как она воспринят это как приглашение в дом. Если зададите еще какой-то вопрос, ну, например, кто там или что это там, в ваш дом придет сильная нечисть и будет наполнять его бедами и проблемами. Изгнать ее будет очень непросто. Помните, пожалуйста, об этом. Если будет слышен стук в окно, а затем еще и скрип, это страшная народная примета, которая указывает на то, что с кем-то из членов семьи произойдет какая-то беда. Может быть, даже с летальным исходом, так как такие действия совершает душа, которая пришла о чем-то вас предупредить.
Если такое произошло, всем членам семьи нужно быть очень внимательными и стараться обдумывать все свои действия. Если есть возможность, то лучше на некоторое время сменить место жительства, например, переехать в другое жилье или же поехать к кому-то в гости. Таким образом, вы сможете ослабить такую народную примету. С дверью нужно быть еще более осторожными, поэтому если вы услышали стук в дверь, также ни в коем случае ее не открывайте. Если не послушаетесь и откроете ваш дом, придут неприятности, которые с каждым разом будут становиться все хуже и хуже, все больше и больше расстраивать вас. Больше всего в такой ситуации достанется тому, кто откроет дверь, так как биополе этого человека будет полностью разрушено. Его можно будет со временем восстановить, но целостности оно утратит навсегда. И негатив всегда будет просачиваться в те места, где оно будет иметь изъян. Из-за этого у данного человека будут постоянные жизненные проблемы и неурядицы. Если вы посмотрите в глазок и увидите, что там никого нет, проговорите при этом трижды такие слова: «Прочь уходи, больше в мою дверь не стучи, в дом не впущу, беды и несчастья не приму». Когда проговорите, левой рукой трижды постучите о дверь, после чего повернитесь к ней, спиной трижды плюньте через левое плечо. Также нельзя разговаривать в это время и после того, как на протяжении 7 минут, чтобы не привлечь злую сущность повторно. Если в таком случае вы во время разговора проговорите чье-то имя, это притянет к этому человеку беды, жизненные силы под воздействием разрушительных энергий покинут его, поэтому лучше перестраховаться и всем немного помолчать. Ни в коем случае, если такое произошло, не то что смотреться в зеркало нельзя, к нему нельзя даже подходить. Помните, зеркало – это сильный энергетический и магический предмет, силы которого не изведаны полностью на данный день. Оно связывает два мира, поэтому если во время стука в дверь вы подойдете к зеркалу, то таким необдуманным действием вы откроете потусторонний портал, через который в ваш дом придет страшный негатив, который и перевернет жизни всех тех, кто живет в данном ноге с ног на голову, а злые сущности расползутся по нему, попадая в такой дом. Даже если к вам наведается какой-то гость, он будет ощущать сильный дискомфорт. Страхи и депрессия будут всех одолевать, а ночью такое состояние будет только ухудшаться, болезни и неудачи будут ходить следом. Данный дом станет проклятым и не будет другого выхода, как только съехать из него. А если ваше же зеркало будет не очищено вовремя, на нем были, например, какие-то пятна, то в него вселится злая душа, которая при каждом разе, которым кто-то будет смотреться в это зеркало, будет разрушать биополе, отбирая постепенно все то, что человек любит, окутывая его злом, апатией и одиночеством. Нельзя, услышав стук в дверь, сразу ложиться спать. Должно пройти хотя бы немножечко времени, когда можно ложиться спать, и вы ощутите, что так спокойствие наполнит вашу душу. Если в такое время лечь спать, то страх и негатив, который вы излучаете, к сожалению, будут притягивать к вам во время сна ненужные энергии, которые принесут непоправимый вред. Кошмары, вы не будете высыпаться, а головные боли будут впредь вас преследовать. Могут начаться проблемы с сердцем, нервной системой, даже психозы, из-за которых можно попасть в очень неприятную ситуацию, начать пить и сбиться с истинного пути. Если ребенок будет спать в это время, его также лучше разбудить, ведь его биополе слабое, и он быстро впитает все плохое, что скажется на его дальнейшей жизни. Если вы по какой-то причине не желаете его будить, нужно трижды прочитать возле него молитву и попросить высшие силы защитить его от любого зла и негатива. После проделанного погладить его также трижды. Это очень простой, но действенный способ защиты детей. Обратите на это внимание. Также нельзя петь в такой момент, включать музыку, телевизор, радио, так как все звуки, которые будут в этот момент произноситься, привлекут внимание сущностей, и они будут приходить и на протяжении следующих дней еще не раз, что, конечно же, будут не только вас расстраивать, но и пугать. Телевизор способен на энергетическом уровне передавать потоки энергии. В данном случае он передаст в ваш дом негатив, который с легкостью притянет в дом все плохое. А сущность, которая стоит за дверью, не будет исключением. Поэтому лучше лечь в постель, при этом закройте глаза,
Визуализируйте и думайте о чем-то хорошем, положительном, мечтайте. Это притянет к вам сильные и светлые энергии, которые помогут вам не только справиться с тревогой, но ничего плохого не впустить в свой дом. Девочки и мальчики, если вы досмотрели до этого момента видео, то у нас для вас бонус. Прямо сейчас в комментариях к этому видео напишите слово ложь, далее напишите ваше имя и напишите число, месяц и год вашего рождения. А мы со своей стороны в комментариях напишем, кто разносит о вас неправду, кто сплетничает. Поэтому очень простые слова, которые вам нужно написать, а мы со своей стороны просмотрим на картах. Поэтому обязательно используйте эту возможность. Также нельзя свистеть, это вообще очень плохая привычка, от нее лучше сразу отказываться, так как свист на энергетическом уровне создает такие волны, которые способны разрушать энергетику жилья, привлекать в него проблемы разного рода и в большинстве случаев денежные. У людей, которые любят свистеть, никогда нет денег, а когда они у них появляются, очень быстро уходят. Связь денежной энергии с каждым таким разом все больше и больше утрачивается. Если свистеть в ночное время, то можно притянуть в дом беды и несчастья. Но если совершить такой поступок, когда возле двери темные силы и разрушительный негатив, то можно даже повредить защиту, которая выставлена для того, чтобы ничего плохого не поступало в дом. В таком случае то, что за дверью, с легкостью в него пройдет. Домовой также не оценит ваш поступок, уйдет из вашего дома, так как справиться с тем злом, что притянет свист, у него не будет просто-навсего сил. Если вы сами не будете думать, как уберечь свой дом, в таком случае и помощники будут бессильны, такие как амулеты, обереги, домовой, и другие добрые сущности, которые живут в вашем доме. Энергии светлые и сильные в нем также не задержатся надолго, поэтому стоит обдумывать то, что вы делаете, и отказываться от плохих привычек, чтобы не пришлось жалеть о последствиях. Нельзя вспоминать тех, кто уже с вами нет. Воспоминания о мертвых в ночное время, пусть даже о самых родных, близких людях, совсем неподходящее время. Вы будете тревожить их душу, если делать это постоянно, то ничего хорошего из такого не выйдет. Ну а во время стука это способно привлечь к вам злых духов, сущностей, мертвая энергетика которых переплетется с вашей энергетикой достаточно тесно. Вы все время в таком случае будете ощущать присутствие чего-то нехорошего возле вас. Дрожь и холод это будут пугать, вызывать негативные мысли, которые с легкостью наполнят голову. Из-за этого притягивать негатив в большем количестве, так как негатив притягивает негатив, и об этом все-таки не стоит забывать. Вас перестанут интересовать планы на будущее, вы остановитесь на одном месте и будете бояться совершать какие-либо шаги. А светлые энергии перестанут поступать к вам и вовсе. Неудачи, несчастья начнут наполнять вашу жизнь, а от хорошего не останется и следа. Помните о том, что ваш дом – это ваша крепость, не забывайте об этом никогда. Если вы не совершите ничего против правил, не будете самостоятельно привлекать в дом что-то плохое и не позволите злым людям в нем бывать, будете смотреть за чистотой и целостностью, а особо его энергетики, вам не о чем будет переживать, ничего плохого в него никогда не проникнет. В своем доме вы под сильной энергетической защитой. Не обращайте внимания на стук в дверь и контролируйте свои эмоции. Соблюдайте простые правила, и у вас, вашей семьи в таком случае будет все хорошо. А дом будут наполнять только сильные светлые энергии, а все неприятности обязательно будут обходить вас стороной. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.